Глава 31. Пилюля мертвого насекомого. Мысли Ханьли хаотически метались, сейчас они были смесью сожаления и страха. Даже при том, что он неожиданно раскрыл множество тайн, он понятия не имел, что делать, а потому боялся. В конце концов, он довольно молод и не мог сравниться в опыте с доктором Мо. В итоге его сильное, упорное и спокойное выражение лица было развеяно словами доктора. На лбу его проступил пот, он был загнан в угол, как какой-то хищник. Доктор Мо заметил внезапную потерю самообладания Ханьли и был рад, оказывая на него еще больше давления. Он чувствовал некое удовлетворение, постепенно ломая ли, ожидая, когда из того выйдет правда. «Только не говорите мне, что считаете, будто бы я был несерьезен во время обучения». Ошеломленно спросил Ханьли. «Конечно. Ты думаешь, что я поверю, что, старательно практикуясь, ты так и не смог прорваться к 4-му уровню? Ты действительно думаешь, что я не в состоянии обнаружить твои уловки? Тебе понадобилось 3 года, чтобы достичь 3-го уровня. Независимо от того, как бы трудно не было достичь 4-го уровня, даже учитывая, что у тебя не было необходимых лекарств, абсурдно предполагать, что за это время ты не достиг ни малейших успехов, заявил доктор Мо. Он злобно посмотрел на Ханьли, будто бы он был источником всей его ненависти. «Кажется, что независимо от того, что я скажу, вы все равно мне не поверите», — горько засмеялся Ханьли. Он не ожидал, что попытка скрыть успех от доктора обернется такими ужасными последствиями. Все привело к тому, что он неожиданно вызвал приступ ярости доктора. Казалось, что доктор уже выяснил секрет но будто бы он все же сделал неправильные выводы. Не пытайся оправдаться. Меня не волнует, что ты скажешь о том, что было. Слушай меня внимательно, поскольку я хочу кое-что тебе сказать. Я даю тебе 1 год. Ты сможешь достичь 4-го уровня за это время. С насмешкой на лице сказал доктор. Он, не мигая, пристально уставился на Ханьли, ожидая ответа. Ханьли понимал, что от его ответа зависит не только его жизнь в течение следующего года, но и вообще само его выживание. Вы высказались ясно, но я не способен дать вам то, чего вы хотите. Вот, проверьте сами через мою акупунктурную точку, немного успокоившись, сказал Ханьли. Мертвые глаза доктора загорелись, показывая немного восхищения. Однако он не сделал, как предложил Ханьли, вместо этого достав коробку из сандалового дерева. «Я надеюсь, ты не думаешь, что я поверю тому, что ты говоришь. Очевидно, что ты пытаешься меня обмануть, поэтому я не оставлю твою практику без контроля. Если ты ценишь свою жизнь, то ты будешь сотрудничать со мной», — мрачно сказал он. Он аккуратно открыл коробку, показав маленькую белую таблетку, а затем спокойно закрыл ее. Доктор шагнул вперед, наконец отпуская акупунктурную точку ли. «Ты умный человек. Нет никакой необходимости говорить чепуху, потому что ты знаешь, что надо сделать», — доктор Мо злобно прищурился. Ноги и руки ли дрожали, а сам он оцепенел. Он ничего не сказал и принял коробку из сандалового дерева. 2 пальцами он открыл коробку и вытащил таблетку. Взглянув на доктора, он проглотил ее. «Ха! Ха!» — торжествовал доктор. «Превосходно! Мудрый знает, когда он должен подчиниться обстоятельствам. Помоги мне вернуть то, что я потерял, и ты заслужишь мою вечную благодарность. Наши судьбы теперь связаны. Хотя я все еще не могу признать тебя как истинного ученика, я обещаю тебе статус и состояние», — говоря искренне, доктор хлопнул ладонью по столу. «Пожалуйста, скажите мне, что это за гранула, чтобы я по глупости не сделал никакой ошибки и не погиб», — бесчувственно произнес Ханьли. Ха-ха, это была пилюля мертвого насекомого. Хотя это скорее не лекарство, а личинка насекомого. После того, как ты принял ее, она вылупится через год. Однако не волнуйся, она будет безвредна в течение этого времени. Если по окончании времени ты примешь противоядие, яйцо растает, будто бы его и вовсе не было. Но если ты не примешь его, оно вылупится и начнет пожирать тебя живьем изнутри.
ты будешь чувствовать неописуемые муки, страдая 3 дня и 3 ночи, медленно умирая, небрежно описал действие этой чудовищной таблетки. Ханьли дрожал, его лицо скривилось, он был в ярости. Для него доктор Мо был убийцей, который только что показал свое смертельное оружие. А, кстати, я припоминаю, что дома у тебя большая семья. Денег, которые ты им передаешь каждый месяц, им достаточно. Было бы позором, если бы это было не так, ведь я так беспокоился о благосостоянии твоих родственников. Доктор Мо бесстыдно атаковал то, что Ханьли любил больше всего. Его лицо стало пепельным. А шок унес все скопившиеся у него мысли. Ли отчаянно закусил губу, чтобы воздержаться от возражений. Доктор Мо, видимо, не чувствовал раскаяния о своем низком ударе, поэтому Ли молчал, чтобы не ухудшить ситуацию. Будьте уверены. Через год я обязательно достигну 4-го уровня, не скрывая своей ненависти, оскалившись, произнес Ханьли. Услышав эту явную угрозу, у него не было иного выбора, кроме как уступить. Он не мог быть настолько эгоистичным, чтобы из-за него пострадала его семья, ведь не было больше никого, кто мог бы позаботиться о его родителях. Прямо сейчас доктор ударил его в ахиллесову пяту. Он точно знал, как заставить Ли почувствовать себя пойманным. Любая мысль о попытке победить доктора Мо исчезла из его головы. В его противостоянии с доктором он был побежден. Услышав слова Ханьли, доктор почувствовал раздражение. Он совсем не боялся Ли, но он счел это странным, что Ханьли мог оставаться спокойным в такой ситуации. Эффекты стиля вечной весны внушали страх. Мальчик так молод, но с ним уже настолько трудно. Доктор Мо не знал, похвалить или проклинать его. Стиль вечной весны очищал ум и открывал его для просвещения, но эффективность целиком зависела от того, кто его практикует. Безусловно, Ханьли был уже намного более восприимчивым, чем его ровесники, а практика со стилем вечной весны только способствовала расширению его кругозора. Глава 32. Рождение героя. Ханьли развернулся и пошел к двери, но когда достиг ее, внезапно обернулся и задал вопрос. «Доктор Мо, ваш гость, тот, который стоит у вас за спиной, не сказал за все это время ни одного слова. Почему?» Старший Мо, услышав замечание Ли, засмеялся и хитро ответил: «Ты очень сообразителен, почему бы тебе не предположить самому? Мне интересно услышать, что ты думаешь». Ханьли лишь покачал головой и быстро убежал от доктора Мо, покидая его комнату. Он отказывался предполагать, чувствуя сильное отвращение к тому, что ему приходится повиноваться словам доктора Мо. Когда Ханьли вышел на улицу, на его лице появилось отчаяние. Во время этой стычки с доктором Мо я ни разу не смог принять ответить. Он управлял ходом всего разговора, выставляя мою неопытность. Я полагал, что был умен, а он был глуп. У меня даже была труба, которую я наполнил с 5 разными ядами, используя это как запасной план, но этому так легко мешали. Я должен вернуться и тщательно спланировать свои действия. Размышляя, он большими шагами двигался к себе. Было очевидно, что он не собирался оставаться под контролем доктора Мо. В комнате доктора сидел ошеломленный Мо, смотрящий на землю. В двери комнаты появилось темноватое отверстие. Только что он небрежно исследовал содержимое железой трубы. Оказалось, что, только коснувшись земли, яд легко разъест ее. Видя абсурдный уровень токсичности жидкости, он больше не мог сдерживать свое нарастающее беспокойство и подпрыгнул, проклиная Ханьли. «Этот ублюдок! Он как-то научился создавать такой смертоносный яд. Я никогда не учил его этому, и был уверен, что он всего лишь невинное дитя. Этот мальчишка действительно беспощаден и опасен». Однако Ханьли не знал, насколько он расстроил доктора Мо. Он уже вернулся к себе в комнату и разлегся на кровати. После шокирующих событий дня он был мысленно и физически истощен. Ему срочно нужно было отдохнуть, чтобы вернуть силы. Хорошенько отдохнув, Ханьли медленно проснулся. Он встал, но, взглянув на небо, он побледнел. Очевидно, что было уже утро следующего дня,
А значит, он проспал достаточно долго. Хань Ли сидел на кровати, поместив подушку на колени и подпирая руками подбородок, размышляя, как же ему сбежать от доктора Мо. Конечно, доктор Мо обещал, что в течение следующего года ему не будет причинен никакой вред. Вероятно, это была не ложь, поскольку для доктора был смысл удерживать его в хороших условиях. Однако, не было никаких гарантий о том, что произойдет после того, как год закончился. По крайней мере, у Хань Ли мог не волноваться относительно стиля вечной весны, в котором он уже достиг 4-го уровня несколько дней назад, и он был уверен, что сможет достичь 5-го уровня к следующему году. Относительно этого, ему ни о чем было волноваться. О пилюле мертвого насекомого также не стоило особо волноваться, поскольку он уже выполнил условия, поставленные доктором Мо. И когда настанет время, он мог надавить на доктора, чтобы тот дал ему противоядие. У доктора просто не было выбора. Внезапно Хань Ли вспомнил кое-что. Он достал бутылку с лекарствами, открыл ее и вынул единственную зеленую таблетку. Спустя некоторое время гранула начала действовать или спокойно обследовал себя. Черт! Гранула доктора действительно хитроумна, и, кажется, он не шутил о ее свойствах. Даже порошок чистого духа, который мог вылечить отравление сотнями ядов, не оказало на нее никакого эффекта. Кажется, у меня нет другого выбора, кроме как подождать год, прежде чем попросить у него противоядие, раздраженно пробормотал Хань Ли. Он закрыл бутылку и встал с кровати. Он подошел к единственному в комнате столу, а затем обернулся. Поместив руки за спину, он начал медленно бродить, ломая голову над решением проблемы. Размышляя, он подсчитал время, которое он имел в запасе. Он не был уверен в истинных мотивах доктора Мо, но с его семьей в опасности, он не смел переступать поставленные ему границы. Хань Ли думал, что срок в год был очень странным. Он сомневался в том, что доктор просто оставит его в покое на этот год. Но то, что доктор сохранял видимость любезности, не позволяло Хань Ли открыто выступать против него. Он боялся махинаций доктора, поскольку был уверен, что за ними скрывалась крупномасштабная операция. Если Хань Ли полностью не подготовится, то у него не будет ни единого шанса на сопротивление. Хань Ли вышагивал взад и вперед, размышляя о том, как ему исчезнуть, но так и не решил ничего конкретного. Прямо сейчас и он, и доктор боялись друг друга, каждый из них понимал, если погибнет один, то погибнет и другой. Первоначально доктор Мо рассматривал Ли как посторонний раздражитель и не думал его сильно ограничивать. Однако теперь он знал его лучше и добавил в уравнение его родственников как переменную, таким образом Ли теперь был связан по рукам и ногам, и только и мог что повиноваться. Действительно ли моя жизнь находится в руках доктора Мо, и поэтому единственное, на что я могу рассчитывать, это его милосердие, подавленно простонал Хань Ли. Я ни в коем случае не позволю этому сойти ему с рук. Моя судьба не находится в его руках. Я слепо не повинуюсь ему, это абсурд. Он немедленно отбросил эту идею. Побегав некоторое время, Хань Ли все еще не знал, что делать. Он придумал множество различных планов, пытаясь как-то их рационализировать. Он пытался обдумать все, что могло дать ему преимущество. Он знал, что доктор был способен внушить страх противнику, но Хань Ли отчаянно нуждался в способе самозащиты. Было глупо только защищаться, бросая инициативу, однако, было похоже, что у него не было иного выбора. Решившись, Хань Ли вышел на улицу, чтобы прогуляться. Он вышел за двери, где зевнул и потянулся. В лицо ему подул утренний ветер, пристально посмотрел на восходящее солнце и уверенно заявил: «Я добуду свою судьбу своими руками. Я никогда не позволю кому-то поработить меня». Глава 33. Частная сделка. Хань Ли опустил бочку и недолго подержал ее под водой. Затем наполненную бочку поднял над головой и усилием кистей перевернул ее, заставляя поток воды окатить его с головы до пят. Как освежающе! Как удобно! Одновременно прокричали Хань Ли и другой молодой человек. Их реакция не была удивительной,
поскольку летний воздух был убийственно горячим. При такой жаре холодная вода была настоящим благословением. Ха-ха. Младший Хань, ты нашел поистине чудесное место. Еще более впечатляет, что оно так хорошо скрыто, внезапно сказал второй подросток. Это еще ничего. Я обнаружил еще более труднодоступное место, хотя жаль, что ни в одном из них нет такого освежающего источника. Говоря это, Хань Ли не потрудился скрыть удовольствие от того, что ему сделали комплимент. Младшим из этих ребят был Хань Ли, а другим был Ли Фэю, который пришел сюда за новой порцией лекарства. Ранее Ли Фэю получил от Хань Ли порцию обезболивающих, которые оказались весьма эффективными, значительно снижая боль от приема таблетки извлечения сущности. Если бы он не использовал лекарства Хань Ли, то ему пришлось бы страдать от мучительной боли. Хотя количество лекарства было рассчитано на год, Ли Фэю израсходовал его всего за несколько месяцев. После он пытался терпеть, вместо того, чтобы просить Хань Ли, но испытав чудовищные боли, ему пришлось обратиться к нему за помощью. Но Хань Ли также извлек из этого выгоду. Обнаружив, что Ли Фэю присоединился к залу семи пустот, он устроил обмен лекарствами на то, чтобы Ли Фэю обучал его. Для Ли Фэю, которому жить оставалось всего несколько лет, сделка была приемлемой, поэтому он с готовностью согласился. Хань Ли позаботился, чтобы их тайна осталась нераскрытой, обеспечив их изолированным местом для совершения сделки. Так они встречались время от времени, Хань Ли приносил лекарства, а Ли Фэю обучал его тому, чему научился в зале семи пустот. Это полностью удовлетворяло обе стороны, поэтому их сделка продолжается уже больше года. После полугода они нашли общий язык и, сами того не замечая, стали хорошими друзьями. Ли Фэю был под впечатлением от этого места. Окружающие скалы ограждали это место, которое представляло собой водяной бассейн, а единственный путь, по которому можно было добраться сюда, была скрытая пещера, настолько узкая, что нужно было ползти, чтобы пролезть. К тому же, с другой стороны росли огромные, словно скалы, деревья. Но больше всего впечатлял этот чистый, освежающий водоем. Облившись, Хань Ли поднял голову. В прошлый раз ты показал мне стиль безумного питона, но он был слишком агрессивным и не подошел мне. Есть ли еще какой-нибудь стиль, который ты мог бы показать мне? Младший Хань, ты думаешь, что в зале семи пустот нет никаких других учеников, и поэтому все наставники сосредоточены лишь на моем обучении? Или что они научат меня всему, что я захочу? Даже я обладаю ограниченным выбором в этом плане, поэтому я владею только силовыми стилями. Т.Е. Владею лишь агрессивными стилями зала семи пустот, произнес Ли Фэю к несчастью для Хань Ли. Я не сомневаюсь в твоей квалификации, старший Ли. Среди всех учеников ты наиумнейший, и, естественно, это не твоя ошибка, а лишь недосмотр зала семи пустот, смущенно засмеялся Хань Ли. Видя, что Ли Фэю расстроился, он попытался его утешить. Эта редкость, услышать такие слова от талантливого Хань Ли, дразнил его Ли Фэю. Что? Талант. Разве я смог хоть раз победить тебя во время наших тренировок? ХМФ. Это все потому, что я использую истинную ци, которая не представляет собой ничего особенного. Хотя если бы я не использовал ее, то не смог бы победить ни в одном из 100 поединков между нами. Это естественно использовать истинную ци, ты скромничаешь. Скромный. Нисколько. Ты тот, кто никогда не изучал боевых искусств, намного быстрее учишься драться. Даже, несмотря на тот ерундовый напев, ты с легкостью овладеваешь всем, что я тебе показываю. Если ты не гений, то кто? В чем, черт возьми, смысл практиковаться с тем напевом, если от него нету толка? Про себя Хань Ли рассмеялся, почувствовав обиду. Ты думаешь, я хочу его изучать? На самом деле, это как будто езда на тигры без возможности слезть. Младший Хань, мне не любопытно, что это за напев, но практика с ним — это лишь пустая трата твоего таланта. Вместо этого изучай боевые искусства со мной. Держу пари, что через 2 года твой статус будет выше, чем у остальных, поскольку ты раскроешь свой талант. Мы вдвоем сможем править сектой семи тайн,
и никто не посмеет нам противостоять. В сердцах заявил Ли Фэю. Хань Ли покачал головой, показывая свой отказ, и проговорил: в зале 7 пустот есть стили, которые не полагаются на истинную ци. Ли Фэю был поражен словами Хань Ли. Он догадывался, что Хань Ли может спросить это, но отказывался до конца верить. Это не могло быть сказано просто так, должна быть какая-то причина. Он склонил голову, обдумывая ответ. Есть несколько странных методов, которые не требуют истинной ци, но... «Но что?» — спросил Хань Ли. Он отчаянно хотел изучить боевые искусства и не желал отбрасывать ни один из вариантов. Но за сотни лет существования этих методов никто не так не смог успешно изучить их. Даже многие старшие умирали, прежде чем смогли научиться этим стилям. Даже названия этих стилей довольно странные. Один из них называется «Стиль мерцающего меча». Скажи мне, ну не странное ли название? Проговорил Ли Фэю, многократно высказывая свое сомнение. Глава 34. Стиль мерцающего меча. Стиль мерцающего меча. Обдумав название, повторил Хань Ли. Да, ты когда-нибудь слышал, чтобы кто-то упоминал искусство владения мечом и мерцание? Что может объединять эти вещи? Название немного смешно. Ты когда-нибудь изучал этот стиль? Заинтересованно спросил Хань Ли. Конечно, нет. Кто бы стал изучать стиль, в котором даже не используется истинная ци? Это ново, но бесполезно. Я слышал, что с момента создания этого стиля никто так и не изучил его. Кажется, в то время у секты Семи Тайн был своего рода кризис, и когда один из старших, предотвративших его, находился при смерти, он попросил, чтобы этот стиль был помещен в хранилище зала 7 пустот. Как бы еще этот стиль смог попасть в список стилей зала 7 пустот? По каким-то причинам Ли Фэю казался чрезвычайно расстроенным этим фактом, что было на него совсем не похоже. Хань Ли не спрашивал, но Ли Фэю все равно рассказывал все о происхождении данного стиля. Конечно, только в присутствии Хань Ли Фэю мог позволить себе трепаться об этом. Перед остальными же он надел бы маску старшего ученика Ли. Прослушав его рассказ, Хань Ли решил, что этот стиль — это то, что ему нужно. Старший ученик Ли, ты можешь сделать копию книги, обучающей этому стилю, и принести ее сюда? Ха-ха. Это будет легко, но тебе следует знать, что есть несколько других стилей, которым я могу обучить тебя. Для большинства стилей всегда есть специалист, который присматривает за книгами по ним. Книги по этому стилю находятся в темном углу, и никто не обращает на них внимания. Однако сделать копию будет слишком трудно, поэтому лучше я принесу тебе оригинал, чтобы ты запомнил или же сам скопировал его, я же возьму книги, пройду через черный ход. Никто и не заметит, нагло предложил Ли Фэю. Однако Хань Ли немного забеспокоился относительно дурных привычек этого парня. В случае, если его поймают из-за его же небрежности, и он выдаст Хань Ли, то тому, в свою очередь, придется за это заплатить. Но в данной ситуации предложение было весьма соблазнительно. Очень хорошо. Становится поздно, поэтому я должен вернуться, чтобы тренироваться. Иначе старшие из зала 7 пустот обнаружат, что я уходил, сказал Ли Фэю, вытирая тело и надевая приготовленную заранее рубашку. Хань Ли напомнил ему быть осторожнее во время кражи книги. Ли Фэю рассеянно кивнул и помахал рукой перед уходом. Он медленно пополз в пещеру. Увидев, что тот исчез в пещере, улыбка на лице Хань Ли медленно исчезла, сменившись темным выражением лица. Немного погодя, Хань Ли также направился в долину Руки Бога. Как только Хань Ли вернулся в долину, первое, что он увидел, был таинственный человек, державшийся на расстоянии. Он неподвижно стоял у входа в комнату доктора Мо, облокотившись о стену. Он был укрыт своей мантией с головой, видимо, его не волновало палящее солнце. Когда Ли подошел к двери своей комнаты, он взглянул на этого человека, который за все это время не произнес ни единого слова. С того времени, как доктор стал угрожать ему, Хань Ли не предпринял ни единой попытки, чтобы узнать, кем был тот человек, дабы не раздражать доктора Мо.
Казалось, что человек был немым, раз не вымолвил ни слова. И все же человек был очень странным, казалось, что его силы не убывали. Выглядело так, будто он мог простоять так без устали весь день. Поэтому про себя Хань Ли прозвал его Фрик. Ранее Ли уже пытался приветствовать его, но тот повел себя, будто бы ничего не слышал. Независимо от того, что говорил Хань Ли, в ответ следовало 0 реакции. Хань Ли подозревал, что это был продукт манипуляций доктора с телами людей. Казалось, он сшил части тел еще живых людей, создавая себе марионетку, не имеющую слабых мест. Абсолютное повиновение, удивительная сила и, вдобавок, отсутствие эмоций. Хотя Хань Ли не знал, как дерется этот человек, он был уверен, что тот не был слабаком. Хань Ли знал, что этот человек будет драться на стороне доктора как его наемник или орудие. Хань Ли так и не смог обнаружить у него слабых мест, по которым можно было ударить. Что-то в этом человеке заставляло Хань Ли чувствовать себя странно. Иногда, когда он смотрел на его спину, у него возникало такое ощущение, что будто бы он знал этого человека или где-то видел его. Постояв некоторое время, Хань Ли вздохнул и зашел в комнату. Он знал, что без приказа доктора этот человек не пойдет отдыхать. Это его немного поражало. Он сделал несколько шагов и прыгнул на кровать. Хань Ли разлегся на ней, положил руки под голову и закрыл глаза. Сегодня он выучил кое-что новое от Ли Фэю. В уме он прокручивал изученное. У него не было боевого опыта, поэтому приходилось восполнять его способностями в визуализации. Он отражал каждое нападение, анализировал ход боя и тщательно оценивал каждое движение. Это была способность 5-го уровня стиля Вечной Весны. Эта способность давала ему возможность сохранять яркие изображения у себя в памяти. Он мог взять любую технику и изучить ее, не изучая сначала основы боевых стилей. Он пользовался этим, чтобы повторять изученное снова и снова. Именно эта особенность заставляла думать старшего ученика Ли, что Хань Ли был гением. 2 месяца назад, чтобы достичь 4-го уровня стиля Вечной Весны, Хань Ли полагался на 2 средства. Теперь же он достиг 5-го уровня. Эффекты гранулы Желтого Дракона и гранулы Золотой Сущности были настолько огромны, что превзошли все ожидания Хань Ли. Несмотря на то, что они были крохотными гранулами, они все же являлись бесценными сокровищами. От его запаса осталась примерно половина. Он планировал использовать остатки, чтобы добраться до 6-го уровня стиля Вечной Весны. Он с нетерпением ждал этого момента. 6-й уровень, безусловно, открыл бы новые способности. До ультиматума доктора Мо осталось не так много времени, примерно с полгода. Даже при том, что он кое-чему научился у Ли Фэю, эти стили не соответствовали его внутренней ци, поэтому их можно было расценивать как нечто изученное для себя. Против остальных эти стили, возможно, были и неплохи, но пытаться использовать их против доктора Мо было бы непростительной ошибкой, которая имела бы фатальные последствия. Хань Ли понял, что его волновало больше всего. Хотя этот стиль Вечной Весны был действительно полезным, у него не было опыта его использования в ближнем бою. Прямо сейчас его единственной надеждой оставался стиль Мерцающего Меча, который мог преподнести ему приятный сюрприз. Глава 35. Кража редкой книги. Через 10 дней Хань Ли выскользнул из долины Руки Бога, чтобы встретиться с Ли Фэю. Хотя на самом деле проскочить незаметно у него не вышло, поскольку доктор Мо знал обо всем, что происходило в долине. Поэтому он просто позволил Хань Ли сохранить свободу. Свобода, которую ему даровали, сперва заставляла Хань Ли чувствовать себя неудобно, поскольку он сомневался, что доктор полностью доверял ему. Однако после нескольких удачных вылазок, убедившись, что никто не следовал за ним, Хань Ли понемногу успокоился. Однако он старался сделать свои дела как можно быстрее. Через некоторое время Хань Ли показалось, что он понял ход мыслей доктора Мо. Не стоило забывать, что когда доктор любезно принял Хань Ли, но он также в прошлом совершил ошибку. При всем этом он использовал таблетку трупа насекомого и угрозами семье Хань Ли надавил на него. У него, возможно,
были еще худшие способы контроля Ханьли. Однако он выбрал этот, потому что любая враждебность между ними могла помешать его планам. У него не было причин использовать жестокость. Было очень вероятно, что бесполезная и чрезмерная жестокость будет контрпродуктивна. В конце концов, целью доктора Мо было заставить Ханьли практиковаться в стиле вечной весны, а не мучить его. Окончательно разобравшись в этом, Ханьли больше не скрывал свои походы, а вместо этого ходил с самодовольным видом и высоко поднятой головой. Ханьли внешне казался спокойным и расслабленным, возможно, даже беззаботным. Но в душе он был все еще осторожен. После отъезда из долины он стал использовать стиль вечной весны, улучшавший его чувства до немыслимых границ. С помощью этого он знал все, что происходило в радиусе 10 метров от него. Ханьли был убежден, что даже если бы доктор Мо тайно последовал за ним, то он был бы не в состоянии избежать восприятия Ханьли. И если бы все дошло до открытого столкновения, то у него не было шансов на победу, но что касалось его чувств, то у него была абсолютная вера в свои возможности. Во время своей прогулки Ханьли старался избегать всех учеников, патрулировавших территорию. Он прошел в скрытую пещеру и направился в их предыдущее место встречи. Когда он пришел, то сразу же увидел Лифэю, болтавшего ногами в воде. Он старался ударить ногами о воду как можно сильнее, а разлетавшиеся от ударов брызги переливались на солнце разными цветами. Это было прекрасно и сильно поднимало настроение. Услышав шаги Ханьли, он поднял голову и проворчал: «Младший брат Хань, каждый раз ты приходишь все позже и позже. Сейчас уже за полдень. Разве нельзя было прийти в этот раз пораньше?» «Мне очень жаль», я Ханьли отряхнул свою одежду от грязи и попытался придумать хорошее оправдание. «Неважно». Лифэю не дождался, пока Ханьли договорит, вместо этого вытащил предмет, завернутый в кусок материи, и вручил его Ханьли. «Что это?» «Немного вкусной еды». Смутился Ханьли. Но как только он взял предмет, он был очень тяжелый, твердый и необычайно тяжелый, или понял, что там не было никакой еды. «Тебе лучше всех известно, что это. Не ты ли просил украсть для тебя книгу по стилю мерцающего меча?» Нахмурился Лифэю. «Это книга?» «Да ты шутишь?» «Это больше похоже на камень с вашего внутреннего двора». Ханьли ощупал крупный объект, а его лицо было полно недоверия. «Такой тяжелый». Он использовал обе руки, чтобы взвесить предмет, но он был настолько тяжелым, что Ханьли почти упал. «Ха-ха!» — рассмеялся Лифэю, не способный больше сдерживать себя. Он так хохотал, что катался по земле, пачкая в грязи и глине свою одежду. Выражение лица Ханьли, смотревшего на сверток, было странным. Бам! Он пнул пакет ногой. Оказалось, что это действительно была большая книга в кожаном переплете. Больше не обращая внимания на друга, Ханьли присел на корточки над книгой и задумался. Для него было бы неразумно пытаться вообразить ее содержание, вместо того, чтобы просто открыть и прочитать. Он поместил руки на сверток и стал его распаковывать. Он потянул за узел, скреплявший сверток, и распутал его. Звук лопающегося пакета, этот звук отозвался эхом. Ханьли не стал незамедлительно открывать пакет, а вместо этого оглянулся на своего смеющегося друга. Он не заметил, что Лифэю прекратил смеяться и отставил свою обувь. Теперь же просто аплодировал. Даже при том, что его руки уже были полностью красными, он и не думал останавливаться. «Ай! Ай! Каждый раз, когда я вижу, что твоя техника кулака скручивающего нити достигла совершенства, всегда испытываю страх. Кажется, будто слово «гений» создано специально, чтобы описать тебя. Всего 2 месяца, а ты уже владеешь ей в совершенстве», — шутя сказал Лифэю. «Конечно, если бы ты не завернул ее так сильно, то твоя бы шутка не удалась», — сказал Ханьли без тени раздражения. «Конечно, нет. Как только ты откроешь ее, ты поймешь», — уже серьезно произнес Лифэю. Видя такое серьезное выражение, Ханьли с любопытством уставился на сверток перед собой. Его пальцы исследовали пакет и, наконец, явили его содержимое.
Это Хань Ли широко распахнул глаза. «Как тебе? Насколько ты поражен?» Взволнованно произнес Ли Фэю, хлопая Хань Ли по плечу. Хань Ли с выражением, полным непонимания, тихо уставился на друга. «Чего ты на меня так уставился? Хочешь признаться в любви?» Поддразнивал Ли Фэю. Услышав это, Хань Ли оправился от оцепенения. «Позволь мне кое-что прояснить. С этого момента мы никогда не встречались», — яростно проговорил Хань Ли. «Не знаю, обманывают ли меня глаза или нет, но чем ты думал, крадя столько книг из библиотеки зала Семи Пустот? Если кто-то обнаружит, что два ученика украли столько книг, нас определенно убьют на месте», — ревел Хань Ли, указывая на груду книг. В свободном углу каждой книги было написано «Библиотека зала Семи Пустот».